Это курс по языку C++. Сегодня мы Сегодня будет достаточно концептуальные вещи, непростые. Вот, первые два раза у нас были такие довольно халявные, а сегодня у нас начнется погружение. Поэтому призываю всех сосредоточиться. Так, мы в прошлый раз остановились на указателях. Я там вам говорил, что вот есть массивы, есть указатели, что они очень похоже себя ведут, что есть, значит, операции над указателями. И там, если у вас есть int звездочка x, там int звездочка y, то можно делать инкремент, можно делать декремент, можно делать разность между ними, можно делать прибавление чисел целых. Вот. А можно еще делать вот так. Это такой специальный оператор, который над указателями поддерживается. Он возвращает то, что под указателем лежит. Соответственно, обратный к нему оператор — это амперсанд унарный. Вот если у вас есть просто int, то можно взять унарный амперсанд от него, и это будет указатель на int. Это будет адрес в памяти. Соответственно, когда вы объявляете массив, у вас там вот в этой вот автоматической области памяти, которая называется стеком, выделяется столько байт, резервируется, сколько вы написали в массиве, а потом вы с массивом с этим работаете, как будто это указатель. И у вас там а квадратные скобочки 10 означает буквально звездочка от а плюс 10. Вот, как вы понимаете, звездочка унарная, она возвращает в итоге L-value. То есть вот это вот может быть левой частью оператора присваивания. Вот я вам в прошлый раз говорил, что не только одиночные идентификаторы могут быть левой частью оператора присваивания. Вот такое выражение тоже L-value. Но в стандарте вообще просто про каждое выражение конкретно там описывается оно L-value или R-value. Вот это L-value. Так, ну хорошо. Там у нас была проблема с тем, что мы не могли выделять память больше, чем на 4 мегабайта. Сейчас мы решим эту проблему, но не сразу, а сначала мы еще поговорим о функциях. Вот пункт второй в этой теме будет называться... Так, можно, да, вот сюда перейти. Давайте, пока высыхает. Значит, пункт второй будет называться функции. Первый пункт назывался указатели и массивы. Ну, что говорить про функции? Вы все понимаете, что такое функции. Вы пишете там возвращаемый тип там. Ну, давайте я напишу слово type, потом f от, и там пишите тип аргумента, имя аргумента, там тип аргумента, имя аргумента. Фигурная скобка, тело функции, фигурная скобка закрылась. Это все за пределами мейна делается. Соответственно, что происходит, когда вы функцию вызываете? Вы на самом деле, вот когда вы где-то пишете f там от 1,2, что происходит? Происходит инициализация вот этих вот параметров с помощью вот этих вот аргументов. То есть буквально происходит следующее. Упрощается это выражение, если тут выражение стояло. Упрощается это выражение, если тут выражение стояло. Я еще раз повторю, что не определено, в каком порядке они упрощаются. Возможно, сначала это, потом это. А потом вот этому вот как бы не присваивается, а вот эта штука инициализируется с помощью значения этого выражения. То есть буквально происходит так, как если бы вы здесь написали вот такой тип это равно вот этому. И то же самое с этим происходит. После этого начинается область видимости вот этих вот переменных, и в теле функции они действуют. После чего где-то в теле функции, вероятно, должно встретиться слово return. Тогда инструкция специальная return, и дальше return что-то. Вот return что, это будет как раз то значение, которое вот в качестве результата выполнения этой функции подставится. Что это должно быть? Это должно быть такое значение, которым можно проинициализировать объект такого типа. То есть буквально, когда пишете return это, вот конструируется из вот этого, вот то, что вы написали, из выражений, которые вы тут написали, сущность вот такого вот типа. Если не получается сконструировать сущность такого типа, ошибка компиляции. А если бывает так, что вам ничего не нужно возвращать из функции, но бывают же функции, которые ничего не возвращают, ну как бы просто их выполнили, а возвращаемого значения у них нет.
процедуры так называемые. Для этого есть специальное ключевое слово. Вот. Называется оно void. Вот функция, которая ничего не возвращает, она имеет тип void. Ну, формально это тоже такой тип, который как бы не содержит ничего. Над ним никакие операции не поддерживаются, и он ничего не занимает. Ну, вот я не уверен там. Ну, в общем, ничего он в себе не содержит. Прочитать из него значение нельзя. Как переводится void с английского, кто знает? Вакуум, пустота, да. Вот, значит, такая функция. Ну, хорошо, это все понятно. С функциями это все вы и так, наверное, знали. Но про функции нас интересует несколько вещей. Вот, например, такая вещь нас будет интересовать в этом пункте, такой подпункт, как указатели на функции. Давайте я напишу указатели на функции. Что такое указатели на функции? Ну, функция, когда она в программе объявлена, определена, она тоже где-то в памяти хранится на самом деле. Там она превращается в какой-то набор инструкций, и вот это где-то загружено в оперативную память, эти инструкции, которые выполнять надо. Тем самым вы можете спросить, а по какому адресу это все лежит в оперативной памяти? То есть вы можете написать следующее. Вы можете как бы, вы можете объявить где-то функцию, а потом в какой-то момент написать, там, вот у вас есть f там, от чего-то там, а потом вы пишете, как бы вы хотите взять адрес вот этой вот f. Так можно. Вопрос только в том, какой тип тут надо написать, чтобы это правильно. Ой-ой-ой. Ну, то есть вы хотите написать вот p, то есть указатель, вы хотите ему присвоить адрес вот этого. То есть вы хотите, чтобы ваше p стало указателем на вот это, на вот эту функцию. А какой тип должен быть у вот p, чтобы все правильно отработало? Давайте посмотрим. Вот если функция, например, значит, какая? Ну, не знаю. Вот пусть будет функция, там, которая возвращает int, а принимает, там, не знаю, double и еще char. Не знаю, double и еще char звездочку. Вот такая функция. Такая функция где-то была объявлена. Да, я хочу заметить, что когда вы функцию объявляете, не обязательно здесь имена писать. Вот. Имена нужны здесь, если вы потом в теле функции их используете. А если вы их не используете, то можно имена опускать. Так вот, мы где-то там объявили такую функцию еще за пределами main. Теперь хотим указатель присвоить адрес этой функции. Мы должны написать как бы следующую вещь. Значит, у нас p будет указателем на вещь, которая возвращает, на вещь, которая принимает вот это и возвращает это. То есть это должно быть так. Это int звездочка p от double, запятая, char звездочка равно вот этому. Вот, значит, это будет означать, что у вас p это указатель на функцию, которая, ну вот если бы ее разыменовать, то это получилась бы вещь, которая возвращает int, а принимает вот это. Такой сложный синтаксис, и на самом деле я вот сейчас, написав это, даже засомневался, потому что я так делал очень редко. В современном C++ так вообще делать не принято. Это старинка такая, это по старинке так из языка C пришло. Я мог напутать со скобками, честно признаюсь. Ну, по-моему, я не напутал, но вот на всякий случай проверьте, что именно так нужно скобки расставить, именно так звездочки поставить. Ну, в общем, так теоретически можно делать. А для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы, ну, например, передавать функцию, указатель на другую функцию. Вот представьте, что вы пишете, например, сортировку. Сортировка, она может как бы сортировать стандартно, ну там, через сравнение на меньше, а может сортировать как-то по-хитрому. Ну, там разные же бывают порядки на множествах. Ну вот можно там, например, сортировать
не на меньше сравнивая, а на, ну, банально, на больше сравнивая. Вот вы написали сортировку, там, вот вы написали там void qsort. Ну, что такое qsort? Быстрая сортировка, ну, наверное, многие из вас знают. Вот, и у вас там она принимает, как бы, ну, например, она принимает int звездочку, как бы массив, потом она принимает, скажем, int сколько штук в нем, ну, то есть вот массив она принимает, ну, на самом деле указательное его начало, потом она принимает число, равное размеру этого массива, а дальше как бы вы можете так и написать сортировку, но вы, может быть, захотите написать обобщенную сортировку, которая принимает помимо всего этого еще функтор, так называемый. Ну, не функтор, функтором другое слово называется, а указатель на функцию, ну, то есть сравниватель, как бы вот эту штуку, которую нужно применять к интам, чтобы она возвращала true или false. То есть вы должны написать, тут еще будет буль, звездочка, cmp от двух интов. Вот. Ну, то есть CMP от слова compare. Вот у вас еще будет некий сравниватель, функция, которую вы будете отдавать туда, как третий аргумент, которая будет в итоге применяться к двум интам, чтобы, ну, она будет работать как меньше, например, или как больше. И вы можете как-то по-другому заставить ее работать, ну, лишь бы она там аксиомам порядка удовлетворяла, чтобы корректно все было. И, пожалуйста, можете писать вот так вот. Тогда вам здесь вот можно будет ее вызывать спокойно. Можно будет спокойно вызывать CMP, как будто это обычная функция. Вот когда у вас есть указатель на функцию, то, чтобы его вызвать функцию, по нему разыменовывать уже не надо. Как бы считайте, что, ну, как с массивами. Вот когда у вас есть массив, вы ставите квадратные скобочки, и как бы вот он сам преобразовывает это в нужный вид. Вот точно так же, когда у вас есть указатель на функцию, вы можете от него как бы круглые скобочки вызывать, и он это правильно преобразует, он сам разыменует и выполнит. То есть можно написать тут cmp от 1,2. Это будет корректное выражение типа буль. Если вы отдали сюда какую-то функцию, которая правильную сигнатуру имеет, вот набор аргументов, который принимает функция, называется все сигнатура. Вот если вы сюда отдали правильную функцию, то вот это вот будет правильно вычислено. Вот так вот это работает. Это указатели на функции. Ну хорошо, значит, есть указатели на функции, есть указатели на другие вещи. Вот в этом пункте я еще хочу сказать про такую вещь, как void звездочка. Вот есть void, это я говорил про функцию, которая ничего не возвращает. А есть еще такой хитрый тип в языке C и в языке C++, void звездочка. Вот, к сожалению, void звездочка это несет несколько другой смысл, чем вот взять void и как бы звездочку на него навесить. Void звездочка это не указатель на void. Это так исторически сложилось, что смысл этого несколько другой. Void звездочка это указатель на просто неизвестно что. Вот. Но представьте, что у вас просто сырая память, в ней, ну, как бы, вот если у вас есть инты в памяти лежат, то понятно, вот вы разыменовываете указатель, получаете int. А представьте теперь, что у вас есть просто кусок памяти, в котором неизвестно, что лежит, ну, просто вот сырой кусок памяти, там не лежит никакая величина, просто вам нужен указатель на кусок памяти, под которым нет какого-то значения, просто вот указатель на обычную память, на кусок памяти. Вот void звездочка это как раз тип, который для этого служит. То есть это просто указатель на какую-то память, под которой непонятно, что лежит. Соответственно, void звездочку нельзя к void звездочке добавить число. Нельзя посчитать разность между двумя указателями типа void звездочка, потому что у него нет как бы шага, по которому разность считать. Вот. Void звездочку нельзя разыменовать. Сейчас я это сказал и снова засомневался, потому что мне кажется, нельзя, но я не уверен, я не помню. Значит, ну, по идее, не должно быть можно, потому что если вы разыменовываете вот звездочку, вы должны получить как бы, ну, что вы должны, непонятно, что вы должны получить. Может быть, это и можно, там надо опять открыть стандарты, почитать, что будет, если вы разыменовываете вот звездочку, но не рекомендуется. Так, зачем нужна void звездочка? Ну,
Например, когда у вас в языке C происходит выделение памяти маллоком, вот динамической памяти, то оно возвращает void звездочку. Оно же выделяет большой кусок памяти, в котором еще ничего не лежит. Вот оно возвращает вам указатель на просто память. Но мы к этому еще вернемся. Значит, это я к тому, что в частности вот здесь, вот, например, может быть не int, не void, а void звездочка стоять. Но void звездочка в этом смысле означает не то же самое, что void, а на него звездочка. То есть можно вот такую функцию завести, там void, это будет выглядеть так: void звездочка, в скобочках звездочка p, в скобочках еще вот это. Это значит, будет функция, которая применяет вот эти две вещи, называется p, а возвращает void звездочку. Ну вот такой синтаксис. Там есть на самом деле довольно сложное правило, как парсятся вот такие выражения. То есть, когда у вас есть вот такая вот вещь, такое объявление, то там вот эти все правила о том, как скобки расставлены. То есть, если скобки не поставить, то там прям вот, ну, в стандарте это все описано, конечно, как он, звездочки, то есть сколько звездочек к чему он относит, там, если скобки стоят так, там, вот, если сначала тип, потом идентификатор, то звездочка относится сюда, если нет, то так. В общем, там сложные правила, которые я не помню, потому что очень редко этим пользуешься на практике. Но вот если вам интересно, загляните и почитайте, как тут вот, если скобки не ставить, что будет, если тут там как-нибудь по-другому что-нибудь дописать. Может быть, что-то осмысленное получится. Это были указатели на функции. Еще про функции нужно сказать две важных вещи, три даже важных вещи. В языке C бывают функции, у которых не указано число аргументов. Ну, переменное число аргументов. Вот пункт 2b будет функция с переменным числом аргументов. Это такая великолепная вещь. Функции с переменным числом аргументов. Значит, что это такое? Вот вы пишете, например, void f от, скажем, int x, запятая, многоточие. Три точки подряд просто. Эта функция будет, которая принимает int и еще сколько угодно, чего угодно. Вот эту функцию можно вызывать. Главное, чтобы у нее первый параметр был int, а дальше можно никаких параметров не передать, просто f от одного аргумента вызвать. А можно f от 1, и вообще любые типы просто дальше передать ей в любом количестве. Просто написать f от, там, хоть от 5 аргументов можно вызвать, хоть от 10 аргументов. Это функция, которая принимает первым аргументом int, а кроме него еще что угодно. Можно вот так даже не написать. Можно просто написать void f от многоточия. Это будет означать функция, которая принимает вообще что угодно, может ничего, да. Как ты так обращаться к этому? Это очень правильный вопрос. И делать это довольно... в общем, тут тяжело догадаться, как это делать. Это наследие языка C. Вот. В языке C есть специальный инструментарий для того, чтобы к ним обращаться. Значит, нужно подключить специальный заголовочный файл, который называется stdarc.h, по-моему. Ну, в C++... Значит, в C++, когда вы подключаете C-шные заголовочные файлы, они не пишутся через .h, они просто предваряются префиксом C. То есть, если бы вы писали на языке C, то это выглядело бы stdarc.h, а в языке C++ этот же файл будет называться c.stdarc, и не надо писать .h. Так вот, вы подключаете вот это вот, а дальше вам нужно... Я сейчас буду много так вот отмахиваться от подробностей, говорить, что вам нужно заглянуть там вот на страницу, где описано, какие там вот у него функции, с какими параметрами они вызываются. В общем, есть некоторая функция под названием va_start. Вот. Есть некоторая функция под названием va_end, и есть некоторая функция под названием va что-то еще. Вот в этом заголовочном файле есть специальные функции, которые вызываются от, значит, вот, короче, честно не помню. Там вот
правда, вот передается какое-то целое число, которое несет смысл количества параметров, и дальше передаю, вот в start это как бы начни разбирать аргументы, которые тебе передали. Как это реализовано, черт его знает, вот это, в общем, как-то в языке C на низком уровне реализовано. Потом вы несколько раз вызываете va, знак подчеркивания, va то ли get, то ли что-то еще. Ну, в современном языке этим никто не пользуется, значит, в C++ есть гораздо более правильные методы вот так делать, так, значит, я вам рассказываю об этих возможностях, ну, потому что они как бы есть, и про них надо сказать, но вообще ими никто не пользуется уже там давно. Если вы на C++ пишете, то вы вряд ли будете так когда-либо делать, но вот я, не знаю, по-моему, никогда так не делал. В конце, когда вы заканчиваете парсить этот список, вы пишете va end. И у вас там вот по одному, как бы вы сюда передаете va, вот я даже не помню, как она называется, va, знак подчеркивания что-то, и сюда вы передаете по одному переменные, в которые он кладет очередные аргументы. В конце концов, вы вызываете va end, и у вас как бы вот эта штука заканчивает работу, тем самым вы все аргументы получили. То есть вы сначала вот через va start узнаете, сколько их было, потом через va что-то там вы берете их, получаете их по одному, потом через va end вы как бы завершаете с этим работу. Вот такая вот довольно кривая, но какая есть вот методика работы с функциями с переменным числом аргументов. Вот. Про функции с переменным числом аргументов я рассказал не для того, чтобы ими пользоваться, а для того, чтобы, в общем, там, в конце года нам этот трюк пригодится для того, чтобы использовать не по назначению, но очень хитрые вещи зато делать. Ну, пока вот просто знайте, что такая вещь есть. Так, и третий пункт, который здесь нужно рассказать, это функции с аргументами по умолчанию. Еще одна вещь с функциями, связанная в языке C, это когда вы можете функции, некоторые аргументы задать как бы по умолчанию, если они не заданы. Как это пишется? Вы пишете так, функции, значит, аргументы по умолчанию. Аргументы по умолчанию. Аргументы по умолчанию. Ну, что это такое? Это вот вы пишете, там опять void f вы пишете. Ну, понятно, что может быть не void и не f, а какие угодно слова. Там int x запятая, там char y равно там a в кавычках. Что это значит? Это значит, что в эту функцию можно вызвать как с одним аргументом, так и с двумя. Вот если вы вызовете эту функцию с двумя аргументами, то, ну, как бы вместо x будет первое, то, что вы подставите, вместо y будет второе, то, что вы поставите. Но эту функцию можно вызывать, не указывая второй аргумент, тогда он по умолчанию сделается равным a. Вот что такое аргументы по умолчанию. То есть в сигнатуре функции можно вот в списке аргументов сразу для некоторых как бы задавать значение по умолчанию. Это будет означать, что если вы вызываете функцию, не указывая этот аргумент, то он будет считаться равным вот этому. Ну, можно задаться вопросом, а если я в середине, то есть если вот так вот написать int x char y равно a, а потом запятая еще double там z, то что будет означать вызов этой функции с двумя параметрами? Ответ заключается в том, что просто так нельзя делать. Вот если вы указываете аргументы по умолчанию, то они должны быть в конце списка, потому что иначе будет непонятно, как их опустить. То есть вы что должны поставить на место как бы пропуска, где вы аргумент не поставили. Просто нельзя так делать. Аргументы по умолчанию обязательно последними должны быть. Их может быть несколько, они могут быть все по умолчанию, но они должны быть последними. Тоже, кстати, самое с вот этим многоточием. Вы не можете поставить f от int a, запятая многоточие, запятая еще что-то. Если уж вы поставили многоточие, то оно завершает список аргументов. Вот. Это такие фишечки, которые с функциями можно делать в языке C. Но это все в языке C. Вот все, что я сейчас сказал, это в языке C еще было. В C++ это тоже осталось, потому что, ну, куда деваться. Такого языка мы произошли. Вот. И сейчас будет очень важный пункт, который еще много раз нам встретится в другом контексте, но сейчас мы познакомимся с этим явлением впервые. Пункт под названием перегрузка функций. Ну, перегрузка не очень удачное слово, потому что перегрузка в русском языке означает там очень большая нагрузка, но вот здесь перегрузка от слова overload. Как бы... В общем, разные варианты загрузки, короче. Перегрузка, вот вы
у вас было одно, вы сделали еще одно, загрузили, вы сделали еще одно, загрузили, вы как бы перегружаете, как бы много раз грузите, и вот у вас получается перегрузка. Не то, что очень тяжело, а то, что много разного. Что такое перегрузка? А кто, кстати, знает, что такое перегрузка функций, потому что достаточно распространенное явление. Во многих языках почти что-то постепенно так все больше и больше людей руки поднимают. Плавно такая волна. Значит, что такое перегрузка функций? Это очень важная возможность языка C++, да и других тоже. Java, C#, Python, ну, очень многих языков современных, почти в каждом, по-моему, есть. Когда у вас есть несколько функций с одинаковым именем, но разными наборами аргументов, это не ошибка компиляции. Просто когда вы вызываете функцию, выбирается наиболее подходящая. Вот представьте, что у вас есть функции, значит, это пункт 2G, перегрузка функций. У вас есть функции с разными наборами аргументов, но одинаковым именем. Ну, например, вот у вас есть f от там, void f от int, потом есть там, int f от char и еще int. Потом у вас есть double f, например, от дабла. Ну, и хватит. Что это означает? Это не ошибка компиляции. Если вы объявите 3 таких функции и определите их все, то есть тела напишите, это не ошибка компиляции, потому что это вообще-то разные функции, хоть они одинаково называются, но делать они могут разные вещи. В зависимости от того, с какими параметрами вы вызовете f, будет выбрана та или иная версия. Если вы вызовете f с 2 аргументами, то это ничему не противоречит. Будет выбрана вот эта версия. Если вы вызовете f с 1 аргументом, то вот смотря какой он был, вызовется либо эта версия, либо эта версия. Дальше. Тут возникает много вопросов. Например, ну, самый правильный вопрос, самый главный, который тут нужно обсудить, это а что, если я вызываю f от типа, который... Ну, например, вот что, если я вызову f от char? Ну, то есть я вызову f от вот такой вещи. Вот. Какая версия f вызовется? Вот, значит, формально говоря, char не является ни интом, ни даблом. Что же делать? И тут начинают работать правила разрешения перегрузки, так называемые. Overloading Resolution Rules. Это такой длинный список правил. Вот это еще одна вещь, о которой я вас, по поводу которой я вас отсылаю к тексту стандарта или CPP-референс. Я сейчас расскажу в общих чертах, как это решается, но, конечно, там есть куча тонкостей, о которых вот надо читать вот подробно. Если там типы такие, что бла-бла-бла-бла-бла. В общем, длинный разбор случаев, то вот как оно в каком порядке решается, и в конце концов, если ничего не получается, возникает ошибка компиляции. Первым делом он смотрит, есть ли функция с точно таким набором аргументов, как вы дали. То есть вот если есть версия f, которая принимает в точности те типы, которые вы передали, то вызывается она. Если нет f, которая принимает в точности те типы, которые вы передали, то начинаются попытки преобразовать вот эти вот типы к тем типам, которые принимают разные версии f. Первым делом в ход вступают преобразования, так называемые integer promotions. То есть если у вас есть целочисленный тип, один какой-то, а вы передали другой целочисленный тип, то один из целочисленных типов можно, ну, скажем, если у вас есть f от long-long, а вы передали int, то int можно расширить до long-long вообще без всяких преобразований, без потерь, и вызвать. То есть самые безболезненные преобразования — это вот эти вот преобразования, которые между интами разного размера делаются. Если можно вызвать версию функции такую, что для
преобразование к ее параметрам нужно сделать просто integer promotion, то вот предпочитается она. Соответственно, если у вас на этом шаге возникает несколько вариантов, то есть вот у вас есть f от char, а здесь f от int и f от long-long, будет проблема, будет неоднозначность. Ну, потому что можно как бы и к инту преобразовать, и к long-long, и что делать, непонятно. Но если нельзя сделать integer promotion, если нельзя обойтись таким вот мягким просто преобразованием целочисленных типов, то компилятор пытается подобрать преобразование типов, ну вот разрешенное преобразование, там, например, int в double, double в int обратно, bool в int, вот что-нибудь из разрешенных преобразований, чтобы скастовать, ну то есть чтобы вот взять весь этот набор параметров, он смотрит все версии f, какие есть, и каждый из них пытается наложить вот ваши типы как бы и попробовать проверить, вот не получится ли вот к этим вот набору параметров привести вот этот. Каждый соответствующий параметр должен преобразовываться в соответствующий тип. Компилятор пытается все это сделать для всех версий f. Если на этом этапе он находит подходящую версию f, то он вызывает ее. Если он находит несколько подходящих версий f, то возникает ошибка компиляции. То есть если он не смог точным соответствием найти, не смог сделать integer promotion, то он начинает пытаться преобразование типов делать. И если он видит, что несколько разных f позволяют вызвать себя через преобразование типов, возникает ошибка компиляции. Наконец, последним шагом компилятор пытается использовать преобразование, определенное пользователем. Ну, то есть, возможно, вы вызываете f от каких-то своих типов. Так мы еще не делали, мы еще свои типы не научились создавать, но скоро уже научимся. И, возможно, вы для своих типов определили операции преобразования к другим типам. Если у компилятора не получилось обойтись стандартными преобразованиями, то компилятор пытается поискать, нет ли вот среди ваших типов операций преобразования к другим типам таким, что вот получится вот все-таки. И если на этом шаге ничего не получается, он ничего не находит, то только тогда возникает ошибка компиляции. Соответственно, ошибка компиляции может возникнуть по двум причинам. Он не нашел подходящий f ни на одном из этапов, или на каком-то этапе он нашел несколько подходящих f. Вот мне очень нравится такой пример, который как бы иллюстрирует всю глубину языка C. Вот, например, если я напишу, представь, что здесь у меня было f от не double, а float, и я как бы вызвал f от 3.14. Ну, там просто в интернете нашел пример. Мне вообще очень нравится этот пример, потому что он как бы демонстрирует глубину. Вот. Что будет? Будет ошибка компиляции. Почему? Ну, потому что никакой integer promotion тут, конечно, не сделать. 3.14 это какой тип? Это double. Значит, ему нужно либо к float преобразовать, либо к int. И вот все, неоднозначность. Вы же помните, что 3.14, что литералы с дробной, с точкой, они считаются даблами по умолчанию. Соответственно, если вы так напишете, а у вас есть f от float и f от int, это double. Ему нужно решить, к чему преобразовывать. Он не может решить. Получается ошибка компиляции. Но если написать f от 3.14f, как вы, возможно, помните, то все будет хорошо. О, точное соответствие. Это float и есть f от float. Идеально. Идеальное попадание. Дальше как бы вы можете задавать следующие вопросы. А что, если у меня есть вот f от просто инта, а еще есть f от инта и чего угодно, например? Или что у меня есть f от инта, вот есть такая f, а есть еще f, у которой первый аргумент int, а второй аргумент это аргумент по умолчанию. Вот как раз об этом там вот этот длинный список, там что происходит при перегрузке. Вот, насколько я помню, вот так делать нельзя. Ну, то есть, если вот такие две функции объявите, то это, по-моему, сразу же будет ошибка компиляции. Потому что, ну, в общем, когда вы будете писать f от одного аргумента, у вас будет неоднозначно. Вот я уже могу путать, ну, потому что я говорю, здесь, ну, эти правила выучить очень сложно, и я не знаю зачем. Разумеется, кстати, да, на экзамене мы, конечно, не будем спрашивать вас все правила разрешения перегрузки наизусть, как и все правила преобразования типов наизусть, потому что это бессмысленно помнить, их очень много, и, ну, всегда можно погуглить. Вот там это длинный список, как это все работает. Вот. Но есть одно интересное правило, на котором я хочу заострить внимание.
потому что оно нам еще впоследствии когда-то пригодится, и вообще оно в целом довольно, ну, там, одну идею продемонстрировать, которая нам еще много раз встретится. Вот если у вас есть f от, скажем, двух интов, а еще есть f, которая принимает int и что угодно, то когда вы передаете два инта, вызовется вот эта версия, а не эта. Дело в том, что есть такое правило, гласящее, это такое общее правило, не только в языке C, работающее там еще в некоторых языках, что когда у вас есть несколько инструкций, что делать, подходящих под данный случай, и одна из них более частная, чем другая, более специализированная, то предпочти более специализированную. Например, там, нельзя переходить улицу на красный свет, но если ты скорая помощь с мигалками, то можно ехать на красный свет. Или там нельзя, все граждане России имеют право выезжать за пределы России, но если у тебя есть там невыплаченные долги, там какие-то судом на тебя назначены, то тебе может быть запрещено выезжать из России. То есть общее правило, как делать. Вот оно. То есть если тебе дали много чего, то вот тут написано будет, что делать. Но в частном случае, если у тебя есть более специализированная инструкция, что делать, предпочти ее. Это такое общее правило, оно будет еще у нас, когда мы будем про шаблоны говорить, оно будет встречаться. Но вот это как раз интересное свойство вот этих вот многоточий. То есть многоточие, оно используется тогда, когда нету более четких инструкций, что делать при данных конкретных типах. Вот. Хорошо, это была перегрузка функций, и на этом мы на самом деле закончили разговор про функции. И у нас звонок прозвенел, да, надо перерыв сделать. Давайте сделаем перерыв. Потому что... Так, дальше мы поговорим, наконец, вот о чем. Вот смотрите. Пришло время, наконец, поговорить о том, как объявлять массивы размером больше, чем размер стека, а заодно еще о том, как объявлять переменные, область видимости которых как бы не заканчивается на фигурной скобке. Но вот представьте, что у вас вот вы в некоторой функции находитесь, и вы хотите создать некоторую вещь. Ну вот, например, вы хотите вернуть из функции массив. Как это сделать? Вот у вас есть функция, вы в ней создали массив и хотите вернуть его назад. Как это сделать? Если вы внутри функции напишите там int a квадратной скобочки 100, то у вас на стеке вот эти вот 100 элементов заведутся. Но когда функция закончится, они как бы забудутся, ну потому что все, область видимости закончилась, можно забывать. И как вернуть-то? То есть все, у вас как бы формально, ну там в реальности в той памяти еще будет лежать этот массив, но он может затереться следующими локальными переменными, которые вы объявите, и все. Как сделать так, чтобы вот то, что вы объявили, например, внутри функции, еще не умерло, когда вы будете возвращаться из функции? Как это сделать? Значит, вот у нас уже есть две проблемы, для решения которых мы сейчас изучим объявление объектов в динамической памяти. Я уже в прошлый раз обмолвился, что есть помимо вот этой автоматической области памяти еще динамическая память. Что такое динамическая память? Ну вот у операционной системы есть память. Вообще у вашего компьютера есть память оперативная. И операционная система ей распоряжается. Вот она изначально выделяет в вашей программе там, 4 или 8 мегабайт, там сколько-то. Дальше вам может их не хватить, естественно. Вы можете захотеть создать массив, который вот не вмещается в стандартную выделенную вам память. Тогда вы должны как бы запросить у операционной... Ваша программа должна... Вы должны написать нечто, что по смыслу означает: операционная система, выдели мне, пожалуйста, в оперативной памяти еще вот столько-то места и верни указатель на то, что ты выделила. Для этого служит оператор new. Это оператор такой специальный, который имеет следующий синтаксис. Так, ну да, это пункт 3. Пункт 3 будет называться оператор new и delete.
Значит, оператор new имеет следующий синтаксис. New — это ключевое слово. Дальше название типа. Я вот пишу. Ну и на самом деле все, можно на этом и закончить. Вот что означает эта конструкция? Это значит, операционная система, дай-ка мне, пожалуйста, еще столько памяти, вот сколько нужно для одного объекта такого типа, и верни, вот эта вся вещь возвращает указатель на это. То есть если вы напишете new int, точка запятой, то значение этого выражения будет int звездочка. Ну, типом этого выражения будет int звездочка, а значение будет некоторый адрес в памяти, уже не в той памяти, которая изначально, это будет где-то далеко стоять от того, что у вас было в локальных переменных, это какой-то адрес в оперативной памяти, по которому операционная система выделила вам еще int. Ну, вы можете этот int проинициализировать. Для этого нужно писать в круглых скобочках, чем проинициализировать. Вы можете написать new, название типа, в скобочках что. Это будет означать, создай-ка мне, пожалуйста, int в оперативной памяти, ну не int, а какой-то другой объект, может быть, другого типа. И изначальное значение ему задай такое. По-прежнему вернется указатель на это. И, ну там вот если int звездочка p равно new, там вот int. И что это дальше будет означать? Это будет означать, что вот этот int, который операционная система вам выделила, он не уничтожится, когда вы выйдете из функции, в которой вы сейчас находитесь. Когда фигурная скобка ближайшая закроется, эта штука не забудется. Она будет там лежать по-прежнему. Правда, вот p забудется. Ну, потому что p — это указатель, он объявлен как бы стандартным способом. Но вы можете вернуть его наружу, и он тогда не забудется. Ну, то есть, если вы это делаете внутри функции, то вместо того, чтобы возвращать указатель на какую-то локальную переменную, вы можете вернуть вот это, и тем самым вы вернете указатель на то, что продолжает существовать. Оно продолжает существовать. Вот вам главное этот указатель сохранить. То есть вам этот указатель можно там передавать, куда-то возвращать, как будто локальная переменная. Вот это вот число нам надо помнить, которое является указателем. И тот int будет существовать до тех пор, пока вы его не уничтожите явно. А для того, чтобы его уничтожить, чтобы операционная система забыла про него. Ну, то есть у операционной системы вот есть оперативная память, и она ей распоряжается, и вот ваша программа работает, она в какой-то момент просит, выдели мне там вот int. Операционная система, хорошо, сейчас вот int выделим, и с тех пор, пока ваша программа не скажет ей, операционной системе, что больше ей этот int не нужен, операционная система будет помнить вот тот int, вот тот кусочек оперативной памяти занят этой программой, она еще работает. Это занятая оперативная память. Теперь что сделать надо, чтобы освободить его? Ну, логично, вам нужно написать delete. Это тоже ключевое слово, и это тоже оператор. Вы пишете delete и указатель. Это означает, вот возьми указатель, который ты раньше мне дала, вот операционная система, и считай, что все, вот то, что я тебя просил выделить, теперь свободно. Как именно это реализовано на низком уровне, это забота компилятора. Вот в этом и прелесть этих операторов, что вот язык C++ вам позволяет таким образом взаимодействовать с операционной системой. То есть в зависимости от того, какая у вас платформа, какая у вас операционная система, какая у вас архитектура, это все будет, конечно, по-разному реализовано, ну, в реальности. То есть там какие-то будут инструкции низкоуровневые. Но компилятор их за вас преобразовывает. Ну, то есть, если вы под Windows компилируете, то у вас там это в одно превращается. Если вы под Linux компилируете, это в другое превращается. Так или иначе, компилятор вот это вот преобразовывает в специальные низкоуровневые инструкции, которые означают: операционная система, сделай, пожалуйста, то-то для моей программы. Ну, какие тут могут возникнуть вопросы? Первый вопрос. Что если написать delete, а передать ему указатель, под которым на самом деле лежит, ну, то, что вам операционная система раньше не выделяла? Это будет крах. Это будет фиаско. Значит, если вы попросите операционную, если вы вызовете delete от указателя, который раньше вам не был отдан через new, то это будет
насколько я помню, неопределенное поведение формально, но на практике это будет просто крах сразу. Это будет ошибка, и вы завершитесь аварийно. Ну, то есть вы попросили операционную систему освободить кусок памяти, который она вам и не давала, в общем-то. Все, это крах. Дальше. А что будет, если вы просто это не напишете? А так эта память и будет занята и оставаться. Вот представьте, вы в цикле написали миллион раз вот так, и ни разу не написали так. Это значит, что в оперативной памяти будет занято 4 мегабайта где-то там. И пока ваша программа, вы потеряете к ним доступ, потому что указатели-то все забылись, вы уже не знаете, где они лежат. Но операционная система будет считать, что эти 4 мегабайта заняты вашей программой. Так можно сожрать всю оперативную память. Ну, то есть вы пишете new, вы так вот можете миллиард раз делать new, и вся оперативная память будет сожрана, потому что операционная система будет выделять и никогда не освобождать. Пока ваша программа не завершит работу, эта оперативная память будет ей принадлежать. И вы прямо увидите в диспетчере задач, там, если вы в винде, как у вас вот расход оперативной памяти растет. В конце концов, у вас все дойдет, ну, либо до того, что ваша программа там завершится, либо все дойдет до того, что на какой-то из new у вас случится опять-таки ошибка времени выполнения, не хватает оперативной памяти. Все, закончилась память, нет больше. Результатом выполнения new может быть успешное выделение памяти, если она была, а может быть ошибка не хватает памяти. Это на самом деле очень болезненная проблема, когда вы пишете new и забываете написать delete. И это как раз вот та вещь, которая является силой и слабостью языка C++. Это то самое, о чем я говорил в самый первый раз, что можно сделать много чего, но такого, что повар бы не догадался сварить сам. Вы можете попросить new в любой момент от чего угодно, но вам нужно самостоятельно помнить, что все, от чего вы когда-то сделали new, нужно и delete потом сделать своевременно. И ровно один раз. Вот потому что если вы сделаете еще раз delete то же самое, то это опять будет крах. Ну потому что P уже освобождено, оно все, не ваше. Вы просите снова освободить то, что уже освобождено и вам не принадлежит. Значит, вот с new и delete очень больно работать, потому что вам всегда нужно помнить, сколько раз и на что вы вызвали new. Каждый раз, когда вы пишете new, вы должны отслеживать, что вот ваша программа ровно один раз на это вызовет delete. Если она не вызовет на это delete, то эта память так и останется занятой, но пока программа не закончит работу. Если программа маленькая, то не страшно, а если программа большая, это сервер, то вы так вот написали new, один раз new выполнилось, и все, у вас, если вот эта программа, которая работает бесконечно, там, крутится на сервере, то у вас оперативная память меньше становится, меньше, и вы не замечаете почему. То, что вы new делаете, а delete не делаете. Но если вы сделаете delete лишний раз на то, что уже сделали, ну вот в ходе исполнения программы выполните delete, что у вас опять будет крах. Это способ себе обеспечить существование объектов до тех пор, пока это ручное выделение памяти. Вы попросили себе выделить память, пока не освободите ее руками. Но это сопряжено вот с такими рисками. Теперь можно попросить еще массив. Ну, я вам сказал, вот вы хотите массив вернуть, что делать? Ну, надо просто написать не new int круглой скобочки, а new int квадратной скобочки и сколько? Ну, int 100, например. Это будет означать, выдели мне массив размера 100 интов и верни указатель на начало его. Формально это другой оператор. Формально new и new, который выделяет массивы, это разные операторы, но суть одна. Как бы он просто просит у операционной системы количество памяти равное вот столько умножить на размер типа и возвращает указатель. Когда вы освобождаете массив, нужно писать не delete, соответственно, а delete квадратные скобочки. Delete просто и delete квадратные скобочки — это разные операторы. И если вы вызовете delete квадратной скобочки там, где сделали просто new без квадратных скобочек, то будет, ну, и там будет неопределенное поведение, но на практике там будет, ну, либо крах программы, либо утечка памяти. Если вы вызовете на то, что выделили квадратными скобочками, delete без квадратных скобочек, то это неопределенное поведение, это все зависит от реализации, но на практике, скорее всего, та память так и не освободит. Ну, потому что компилятор как бы
освободит одну, он как бы вот скажет освободи вот это, а те 99 останутся неосвобожденными. Может быть, так произойдет. А может быть, что угодно. Это неопределенное поведение. Ну, я думаю, вы еще поработаете с этим. Я думаю, у вас будут задания, в которых нужно будет это все писать, и вы ощутите на себе проблемы, которые с этим связаны. Я сейчас хочу вот сделать такой вопрос на понимание задать. Вот представьте, я написал так, а еще написал int звездочка p, там pp равно new int 10. Вот очень интересный вопрос, я это видел там в коде некоторых студентов. Что будет, если вы напишете так? Вот вы выделили p, выделили pp, а дальше написали delete квадратной скобочки p, pp. Кто понимает, что это будет происходить? Ну, в чем проблема этого выражения? Вы понимаете, что он не освободит pp? Это же оператор запятая. А запятая выполняется в самый последний момент. Delete квадратной скобочки p — это оператор, да, он выполнится. А дальше запятая и просто pp, ничего с pp не сделается. Помните, что оператор запятая — это действительно оператор. И вот так писать нельзя. Если вы пишете delete, то нужно написать delete столько раз, сколько вы сделали new, потому что это оператор. Хорошо. Можно, кстати, проинициализировать то, что вы таким образом выделили. Можно написать new int 100 и вот так. Это будет означать проинициализируя их все значениями по умолчанию, потому что так они сами не проинициализируются. А вот проинициализировать их все какими-то конкретными значениями уже нельзя, синтаксис не позволяет, насколько я помню. Вот. Ну, может и можно, но я, по крайней мере, не знаю способа. Ну, вам придется написать new int 100, а дальше циклом пробежаться и каждому что-то присвоить. Так вот прямо одной строкой это не сделать. Ну, хорошо. Значит, так, вы должны понять, что если вы просто пишете new, то все, вы теряете эту память, если вы забываете сразу указатель. Это было динамическое выделение памяти. И теперь мы подходим к следующей проблеме. Вот представьте теперь, ну хорошо, мы разобрались с тем, как из функции возвращать массив. А что если мне нужно написать функцию, которая меняет свои аргументы? Такой вопрос вам в голову уже должен был прийти. Вот я, например, хочу написать функцию swap. Вот. Сейчас мы разбираем еще одну стандартную проблему. Вот вы пишете, что такое swap? Ну, поменяй местами свои аргументы. Ну, там, грубо говоря, сделай там t равно x, x равно y, y равно t. Там есть две переменные, их нужно обменять местами значения. Вы можете для этого написать функцию, которая называется swap. У нее стандартное есть название. Вот вы пишете void swap. Ну, void, потому что она ничего не возвращает. Swap. И что вы тут сделаете? Ну, вот если вы так напишете, вы пишете int t равно x, x равно y, y равно t. Казалось бы, вы поменяли местами значения x и y. Но проблема в том, что это были локальные x и y, которые никак не связаны вот с исходными. Я же вам сказал, что когда вы функцию вызываете, вот у вас происходит инициализация вот этих локальных переменных теми выражениями, которые вы передали. И эти x, y уже не те, что были там. Это локальные x и y. Вы их поменяли, но на исходные это никак не повлияло. И вот здесь мы приходим к еще одной колоссальнейшей проблеме, на решение которой мы убьем огромное количество времени, вот, и некоторых ее последствий. В разных языках эта проблема решается по-разному. Это проблема именования объектов. Ну, вот если кто-то из вас программировал на языке Паскаль, то вы, может быть, помните, что там было так, если вы функцию, вот я в школе на Паскале тоже меня заставляли писать в какой-то момент, и там, если вы функцию хотите передать, как бы аргумент, который вы собираетесь менять, то есть тот самый, который был, то вы пишете там var, по-моему, дополнительно, а если вот, ну, кто-то помнит, да? А что в C с этим? И в C++, соответственно. Это все вот то, что я говорю, это все в C есть. Кстати, вот операторы new и delete — это фишка языка C++. В C они назывались malloc и free.
Но делали, по сути, то же самое. Единственное, что malloc возвращал void звездочку, а не int звездочку. И там нужно было делать явное преобразование типов. Ну, по сути, это то же самое, динамическое выделение памяти. Просто в C++ это по-другому назвали и поудобнее несколько стало. Возвращаемся сюда. Что же надо написать, чтобы мои переменные, реально, вот изменение их влияло на те переменные, которые я отдал? Ну, вот в языке C как было? У нас есть указатели. Можно написать так. Вы же можете вместо переменных отдавать их адреса. И тогда вы будете писать вот так, потом вот так, а потом вот так. Вот так можно написать? Вот. Вы можете написать функцию, которая принимает не сами переменные, а их адреса. И всякий раз, когда нужно поменять переменную, мы берем, разыменовываем ее и с ней что-то делаем. То есть нужно всегда писать звездочка унарная. Теперь вы должны понимать, почему print принимает просто x, а scan принимает амперсант x. Можно спросить, а там должно быть это именно звездочка t? Нет, зачем? T это int. Я инту присваиваю int. Int t равно звездочка x. Все нормально. Звездочка x это int. Нет, не должно быть. А то, что я переставлю указатель, ничего мне не изменится. Мне нужно сами переменные поменять местами. Ну вот, вникните в то, что тут написано, да. Я рекомендую разобраться. Я присваиваю t, то, что под x лежало, а потом меняю вот эти вот вещи и возвращаю, значит, они поменялись местами. Вот, теперь вы понимаете, да, вот вы помните, что в C есть такая функция scanf, которая там принимает строку, а дальше амперсант x, когда вы что-то клавиатуру хотите вести. Почему амперсант? Потому что надо поменять x должна. Вот эта функция, которая должна изменить x, который ей отдали. И в C нет способа отдать функцию, прям вот переменную, так, чтобы она там поменялась, потому что там локальная копия создастся. Нужно адрес отдать, и она по указателю будет проходить и менять то, что там лежит. Так было в языке C. И, к сожалению, нам придется с этим жить. Вот в Java, в Python выбрали другой подход. Но Бьорн Страуструп решил оставить все возможности языка C. Просто, когда мы хотим делать по-другому, явно это писать. И он придумал ссылки. Вот смотрите. Когда вы пишете, вот я сейчас попробую объяснить, что такое ссылки на, вот пункт 4 называется ссылки, по-английски references. Это очень важная концепция языка C++, и вообще очень, ну там, и Java, и Python, всех современных языков программирования, эта концепция есть, просто где-то она так реализована, что вы о ней почти не думаете, а в C++ вы постоянно будете об этом думать, потому что все нужно писать явно. Вот смотрите. Я, когда говорю про ссылки, очень люблю приводить следующий пример. Вот такой вопрос. Вот, это уже лингвистический отчасти вопрос. Вот город Ленинград, значит. Вот был ли Ленинград столицей Российской империи, как вы думаете? Почему? Потому что он туда по-другому называл. Так это же тот же самый город, какая разница? Ну, не было Ленинграда. Ага, кто считает, что Ленинград был столицей Российской империи? А кто считает, что нет? Тогда вам будет легко освоить C++. Я лично считаю, что Ленинград был столицей Российской империи. Но вот в Java, в Python и в нормальных языках так и принято считать. А в C++ не принято так считать. В C++ принято считать, что когда вы говорите «давайте y будет равен x», это означает «давайте создадим новую штуку, назовем ее y», а будет она по сути своей то же самое, что x, но это будет другая вещь. То есть когда вы пишете, вот у вас есть некоторый тип, и вы пишете вот такую вещь,
а потом вы пишете некоторый тип y равно x, то y это другая вещь, это другой объект. Он содержит все то же, что и x. Он абсолютно так же устроен, но это другой объект. Создается новый объект из этого и называется по-другому. В Java и в Python не так. Если у вас есть некоторый объект, когда вы пишете вот так вот, то y становится просто другим названием для него. И меняя y, вы меняете x. Но в C++, унаследовавшем свои свойства от C, когда вы так пишете, вы создаете новый объект. То есть, когда вы говорите, давайте теперь Петербург называть Ленинградом, называть Петербург, вы как бы вот то, что вы дальше говорите про Петербург, уже то, что вы говорите про Ленинград, это разное получается вещь. Когда вы говорите, давайте теперь, я не знаю, там, в Ленинграде построим метро, от этого в Петербурге метро не построится, грубо говоря. Когда вы нечто присвоили то, что у вас было раньше, вы создали новую вещь. И это, опять же, добавляет много возможностей, но создает огромное количество сложностей. Почему? Потому что, а если я все-таки хочу, вот по сути вот это здесь и происходит. Когда вы пишете int x, вы инициализируете вот эту вот вещь через вот это. Ну, то есть, когда вы передаете сюда x откуда-то извне, вы вот этому x присваиваете, ну, конструируете его из того, что передали. И это получается новый x. Вот в Java нет такой проблемы. Ну, точнее, там есть такая проблема, если у вас типы примитивные. А если у вас типы — это объекты классовые, которые вы сами там создавали, то там нет такой проблемы. Когда вы и в Python, то что когда вы передаете в функцию вещи, то вам не нужно писать никаких дополнительных штук, они сами уже влияют на то, что вы передали. Там не нужно дополнительно писать, там другая парадигма принята. Но в C++ принята такая парадигма, что если вы хотите, если вы имеете в виду, что y теперь это просто другое название для x, а не новый объект, созданный на основе x, то вам нужно написать, что это ссылка на x. Вам нужно писать вот так. Страуструп ввел понятие ссылок, которое как раз служит для того, чтобы решить эту проблему. Когда вы пишете тип амперсанд y равно x, вы как раз делаете то, что вот в Java бы означало простое присвоение. Вы делаете y другим названием для x. И с этих пор все, что вы будете над y делать, менять его, на x тоже повлияет. И все, что вы с x будете делать, на y тоже повлияет. Тем самым, когда вы хотите функцию отдать сами переменные, которые у вас были изначально, вы пишете амперсанды. И тогда не нужно писать звездочки. Но звездочки писать реально напрягает. Вот представьте, что вам всегда, когда вы хотите поменять объект, нужно амперсанды, звездочки ставить. Это неудобно. Хочется какой-то синтаксис иметь, чтобы работать с самими объектами, которые нам передали. И вот для этого амперсанд служит. То есть отныне x и y — это те самые x и y, которые были там. И все, что мы с ними здесь делаем, влияет на исходные x и y. Но теперь мы уже не можем никак заставить y ссылаться на что-то другое. Вот когда мы так написали, все, y жестко, намертво привязан к x, и мы не можем больше сказать, давайте теперь y называть какую-то другую вещь. Нет, все, y и x — это равноправные наименования одного и того же. Все, что вы делаете с одним из них, будет сказываться на другом. Эта концепция ссылок, она еще... Вот обычно люди, там, есть такой вопрос, чем указатели отличаются от ссылок. Мне не очень нравится постановка этого вопроса, потому что это просто разные концептуальные вещи, это разные по смыслу вещи. Ссылка — это просто другое название для объекта. Вот думайте об этом сейчас так. Когда вы пишете int ampersand y, вы тем самым говорите компилятору, как бы y — это другое название для x. Но дальше все, что будете делать с y, y будет неотличим от int. Как бы. Вот вы будете с y работать, это как будто int. Вы спросите, какой у него тип, вам скажут int. Значит, ну ладно, это были ссылки. И мы к ним еще вернемся. И теперь еще я должен рассказать про
ну, у нас тема называется модификаторы типов. Следующая проблема, про которую мы поговорим, будет вот какая. Вот представьте, что вы написали вот такую функцию swap, а дальше пытаетесь сделать swap от 1,2, ну вот так пытаетесь сделать. Как вы думаете, что будет? Будет ошибка компиляции. Так нельзя. Нельзя написать int ampersand x равно 5, например. Нельзя. Почему? Потому что это константа. В C++ есть специальное ключевое слово const, которое указывает, что то, с чем вы работаете, является константным и не подлежит изменению в программе. Ну, вы можете в какой-то момент, значит, следующий пункт будет называться константы. Вы можете в какой-то момент захотеть написать, например, в main const int x равно 3. Что означает const? Const — это такой префикс перед типом ставящийся, это ключевое слово, которое означает, что эта вещь не должна меняться. Что значит не должна меняться? Значит, над ней запрещены все модифицирующие операции. Вот когда мы с вами изучали операторы, я вам говорил, что некоторые операторы модифицируют свои аргументы, некоторые не модифицируют. Так вот, const — это специальное слово, которое для компилятора означает: помни, модифицирующие операции вот над этим вызывать нельзя. Буквально это означает ровно это, и именно так это работает. Когда вы объявляете const, компилятор запоминает, что над этой вещью разрешены все операции, какие над интом разрешены, но только не те, которые модифицируют его. А как понять, модифицируют его операции или нет? Ну а вот так. Считается, что если у параметра функции явно не указано, что он не модифицирует свой аргумент, то он потенциально его модифицирует. То есть вот у такой вот функции const int, ну то есть если я вот попробую сейчас вызвать после этого swap от x с чем-то, у меня снова будет ошибка компиляции. Потому что int ampersand подразумевает, что x можно менять. Если вы не дописали const, то модифицирующие операции разрешены. И если я хочу функцию передавать, в том числе и константы, то я должен в сигнатуре явно указывать, что я принимаю константы. Если я хочу написать функцию, в которую в том числе можно передавать константы, я должен написать, что она принимает константы. Не константы тогда она тоже может принимать, потому что не константу инициализировать константой можно, вот так можно. Ну, в этом это логично, потому что так вообще всегда можно. Так можно даже константу не константой инициализировать, потому что вы новый объект создаете. Ну вот можно так, например. А вот так уже нельзя. Там t равно y. Значит, вот так нельзя. Значит, я хочу, чтобы все поняли, вот почему вот то, что я написал выше, разрешено, а то, что я написал ниже, запрещено. А вот так можно. Смотрите, вот мы создали константу. Мы можем создать новый объект на основе нее. Просто это будет новый объект, он уже не будет константой, и у него будет значение, как у x. Нормально. Мы можем сделать z ссылкой на... Ой-ой-ой-ой-ой, да-да-да-да, вот так вот нельзя как раз. Вот так нельзя. А так можно. Ой, как плохо, я все перепутал, сорян. Так, ладно, давайте еще раз пройдемся по этому. Значит, вот так можно. Смотрите, значит, мы хотим z сделать ссылкой на int, но x при этом константа. Когда мы так пишем, компилятор считает, что вот z этот потенциально потом можно будет менять. z это ссылка на не константу, а мы пытаемся его проинициализировать через константу. Но константу же нельзя менять, а z можно будет. Значит, надо запретить это. Понятно? Это очень важная концепция, потому что когда вы в функции будете это передавать, у вас это будет постоянно возникать.
Помените мое слово, вам раз 10 еще придется с этой проблемой столкнуться, когда вы будете, у вас слово const где-то не написано, и все плохо из-за этого. А вот так можно, потому что t — это теперь ссылка на то, что не подлежит изменению. Ну, ничего страшного, как бы y-то можно менять было, а t будет нельзя, но вы же ничего не нарушите при этом. Как бы, ну просто t это будет то, что нельзя менять. T будет менять нельзя, а y будет менять можно. Это один и тот же объект, просто обращаясь к нему как к y, вы сможете его менять, обращаясь к нему как к t, вы не сможете его менять. Да. А как можно ссылки присвоить значение элемента? Это другое название просто для него. Я же сказал, что когда ты присваиваешь ссылку, когда ты говоришь const int ampersand что-то равно чему-то, ты как бы говоришь, давайте теперь вот у этого будет еще другое название, и оно будет называться так. А когда мы y будем менять, t будет меняться? Конечно. Просто обращаясь к нему как к t, мы не сможем его менять. Но обращаясь к нему как к y, на самом-то деле это не константа, но t это как будто он считает константой. Значит, вот если вы так напишете, то t и y это будет один и тот же объект. При этом t будет считаться константой, а y не константой. И к y можно будет применять модифицирующие операции, а к t нельзя. И при изменении y будет меняться t? И при изменении y будет, конечно, изменяться t, потому что это один и тот же объект. Соответственно, когда вы пишете функцию, в которую в том числе хотите отдавать константы, вам нужно писать, что она принимает константы. Потому что если вы не напишете const, вы не сможете отдавать ей константы. А если вы напишете const, вы сможете отдавать и константы, и не константы. Более того, можно написать даже так. Вот так тоже можно писать. Обратите на это внимание. Значит, можно к константной ссылке присваивать просто константное значение, а не другую переменную. Это очень странно может показаться на первый взгляд. Как бы давайте просто для тройки еще использовать название x. Но поскольку вы гарантируете, что вы не поменяете никогда его, то так можно. И это как раз обеспечивает вам возможность функции, которые принимают константы, передавать, собственно, константы, а не переменные. Вот так можно, и этот объект будет существовать до тех пор, пока у x не закончится область видимости. Мы к этому потом еще вернемся. Но сейчас я бы хотел поговорить о том, как комбинируется слово const с указателями. Вот что если вы напишете так: const int звездочка, там p равно, там, не знаю, чему-нибудь, new там. Ну, в общем, что-то напишите. Что будет такое p? p будет указатель на константу. Что значит указатель на константу? Это значит, с ним самим можно выполнять все операции. Его можно увеличивать, уменьшать. Но то, что под ним лежит, нельзя менять. Вот это вот означает, что p это указатель на константу. То есть сам p не является константой, но то, что под ним лежит, является константой. То есть к p можно сделать инкремент. А вот звездочка p и ко всему этому инкремент сделать нельзя. Понятно? Когда вы пишете const int звездочка, вы делаете указатель на константу. Сам указатель не является константой, а то, что под ним лежит, уже является константой. Дальше. Вы с таким же успехом можете присвоить, вот вы можете написать там int звездочка, там что-нибудь еще, pp равно там чему-нибудь. А дальше вы можете const int звездочка p присвоить pp. По тем же правилам, что и со ссылками это работает. Просто p будет указателем на то же самое. Но просто компилятор будет считать, что под p лежит константа, а под pp лежит не константа. И вот через pp можно будет менять то, что под ним лежит, а через p нельзя. В обратную сторону преобразования запрещено. Нельзя написать int звездочка p равно чему-то, что было указателем на константу. Потому что ну вот, после этого написать там int звездочка p равно p нельзя уже. Вот так нельзя.
Потому что p считается указателем на константу, а когда вы ему присваиваете, когда вы его пытаетесь присвоить указателю на неконстанту, вы как бы нарушаете, то есть вы потенциально разрешаете менять то, что под ним лежит, хотя вообще-то было запрещено. Так нельзя, а так можно. А что, если я хочу сделать константный указатель? То есть я хочу, чтобы не то, что под указателем лежит, было константой, а чтобы сам указатель был константой. Но тогда мне нужно написать вот так. Тогда мне нужно const написать после звездочки. Чему-то там оно равно. Мне нужно написать const после звездочки. Вот такой синтаксис означает, что p это константный указатель, но то, что под ним лежит, не является константой. То есть менять то, что под p лежит, можно, а сам p сдвигать нельзя. Соответственно, я могу сделать const int звездочка const. Это будет означать, что это константный указатель, и при этом то, что под ним лежит, тоже менять нельзя. В работе с константами действует одно общее правило, которое я рекомендую всем запомнить. Значит, если у вас есть ссылка или указатель на неконстанту, то с помощью нее можно проинициализировать ссылку или указатель на константу. Потому что вы этим ничего не нарушаете. То, что было раньше, можно менять, вы как бы обязуетесь не менять, но ничего страшного. Но в обратную сторону нельзя. Если у вас была ссылка или указатель на константу, вы не можете с помощью нее проинициализировать ссылку или указатель на неконстанту. Потому что вам было запрещено менять то, что там лежит, а вы хотите теперь как бы сказать, ну я обещал, что не буду менять то, что под ним лежит, но теперь я как бы себе разрешаю, даю такое возможность. Нет, так нельзя. Не менять то, что вы себе не запрещали менять, можно, а начать менять то, что вы себе запретили менять, нельзя. Значит, прежде чем закончить, я хочу сказать еще одну важную вещь про указатели, про константы и ссылки. Ну, мы начали, на самом деле, на 5 минут позже, так что я могу чуть-чуть подзадержаться. Значит, про константы и про ссылки еще одна важная вещь, которую я хочу сказать, это следующий факт. Их обязательно нужно инициализировать. Например, нельзя написать так. Нельзя написать int ampersand x, точка, запятой и все. Вот это ошибка компиляции. Ссылка должна быть сразу же к чему-то привязана. Нельзя объявить ссылку и не указать, чему она равна изначально, потому что вы как бы все. Вот когда вы пишете int ampersand x равно чему-то, вы как бы намертво привязываете к x к этому, и он теперь является этим. А не проинициализировать ссылку при объявлении нельзя. Точно так же с константами. Нельзя написать const int x, там const int y, например, и все, точка запятой. Нельзя. Потому что один раз задав, чему оно равно, вы не сможете это менять. Вы должны задать, чему оно равно изначально. И это будет так всегда. А написать просто, запрещено просто так, с точки зрения языка. Значит, я понимаю, что вот это все, оно может сначала путать и вводить в заблуждение. Но вот видите, даже я сейчас, это я заговорился, конечно, я просто перепутал. Вы можете первое время вот с этим тяжело сживаться, но к этому нужно привыкать. Это нарабатывается практикой. Вот. Я вам рекомендую помнить вот эти вот эвристики. Значит, первое, что я вам рекомендую запомнить, это что такое ссылка. Ссылка — это просто другое название для объекта. Второе, что я вам рекомендую запомнить, это что такое константа. Константа — это значит, я пообещал себе, что не буду это менять. И что вот присваивание из неконстанты в константу можно, из константы в неконстанту нельзя. Вот последний вопрос на сегодня. Вопрос на понимание того, что я написал. Вот давайте я напишу так. Const int звездочка p равно new. Так, давайте я напишу так. New int в квадратных скобочках 10. Можно так? Будет, но как мы это сделаем? Мы же должны инициализировать. Да, инициализировать его, да.
Вот так можно, потому что new int, ну, он что-то там, вот эта вот штука выполнится, и что-то там будет лежать. Ну, вот это будет указателем на то, что там лежит. Просто мы это менять не сможем. А вот если мы так напишем, а вот так нельзя, потому что мы не проинициализировали. Мы создали массив из константов, но не объяснили, чему они равны изначально. Так нельзя. Да. А мы не сможем менять только первый элемент или все? В смысле, вот после того, как мы так напишем, все не сможем менять. Просто то, что под P менять нельзя. P сам сдвигать можно, а то, что под ним лежит, менять нельзя. Так, значит, ну хорошо.